Девчонки, привет! Сегодня я хочу вам наконец-то снять мое продвижение по моему проекту Project Pen слэш ежедневной косметички. Я наконец-то разложила всю свою косметику. Сейчас меня абсолютно устраивает та система хранения и ротации косметики, которую я себе придумала. Поэтому я хочу с вами поделиться и напомнить, что данный проект, он не совсем Project Pen. То есть, действительно, здесь у меня есть определенный набор продуктов, которыми я пользуюсь практически на ежедневной основе, но тем не менее я не подгоняю себя к тому, чтобы их закончить, а все у меня достаточно идет естественным путем. Поэтому все, что вы здесь увидите, это, скажем так, мой естественный расход косметики, то, как я крашусь каждый день и как действительно у меня все заканчивается. Просто я вам этот процесс документирую, так сказать. Я вам хочу показать вообще, в принципе, как у меня сейчас хранится Project Pen, как он организован, по какому принципу я использую в нем продукты, ну и параллельно делать отчет и прилагать фотографии с прошлого отчета, которому, на секундочку, уже около 3 месяцев. Это моя ежедневная косметичка, и она так скомпонована, что продуктами из первого яруса я пользуюсь практически каждый день, практически всеми. А нижний ярус я использую через день. И это на самом деле очень удобно. Давайте смотреть, какие же тут у меня остались продукты, потому что все-таки уже прошло 3 месяца. Очень многое поменялось. Начинаем с бальзамов для губ. Я напомню, что с начала года у меня закончилось масло Golden Rose. Оно было еще пустышкой в прошлом отчете. Также у меня был бальзам от NARS розовенький, и его я также закончила. По-моему, показывала в каких-то пустышках, прикреплю фотографию. Также у меня был плампинг бальзам от Баксом, и это тоже пустышка. Очень круто, что я его успела закончить, потому что уже в последние применения как будто бы шла какая-то у меня на него реакция, у него вышел срок годности. С этим не шутим, это пустышка. И что же сейчас у меня в использовании в качестве бальзамов? Их целых 3. И этих бальзама 3, ну или те средства, которые я использую в качестве бальзамов, потому что все они у меня хранятся в разных местах. Вот такое масло с блестками от Шик у меня уже почти закончилось. Оно хранится на туалетном столике около кровати, на прикроватном столике. Это такое маслице с голубым отливом. У меня так птички громко поют за окном. Не знаю, слышно вам или нет. В общем, это масло практически закончилось. Я его добавила в активное использование после какого-то видео. Не помню девочку, к сожалению. Она говорила, что эти масла быстро портятся. В принципе, мне нравится, как губы себя с ним чувствуют. Это, конечно, не активный уход. Но вот я наношу, например, утром или вечером, когда в кровати лежу, там, читаю что-то. Очень они классные, эти штуки. И вот у меня была одна из летнего запуска прошлого года, и уже получается почти год этому средству, и ну, я решила, что его надо закончить. Так что это будет пустышка в следующем месяце 100%. И еще 2 средства я добавила. Вот это лежит в ежедневной косметичке непосредственно здесь. Это бальзам Glow Kiss от Golden Rose. У меня это оттенок 01 Vanilla Latte. Он вот такой вот, нюдовый, полупрозрачный. Я его использую перед тем, как начать макияж. То есть перед тем, как какие-то средства другие применять, я наношу бальзам, чтобы смягчить губы. И уже в конце макияжа я наношу непосредственно средство для губ, которое я выбрала, там блеск или помаду. Это просто как смягчение. И вот сколько здесь ушло, пользуюсь им примерно, ну, недельку. Вот, то есть у меня где-то как раз неделю назад закончился Баксом, и вот я добавила Golden Rose. Я не думаю, что он уйдет за месяц, но месяца за 2, я думаю, что я с ним попрощаюсь. Изначально он был вот так, вровень с футляром. Сейчас, ну, буквально миллиметрик ушел. И третье средство, которое у меня хранится в ванной комнате, я его наношу после чистки зубов, умывания 2 раза в день. Это NARS
их знаменитые бальзамы. И у меня здесь оттенок, который сейчас, в принципе, достаточно популярен. Это практически аналог Black Honey от Clinique, Wicked Ways оттенок, но он мне не подходит. Я не ношу такие оттенки, он у меня пролежал, девчонки, года 3. И мне не нравится. У меня с ним губы, как будто бы я попила какого-то красного вина, которое мне очень сильно их затинтовало. Я такое не люблю. Поэтому вот использую его пару раз в день, получается. И на самом деле он у меня уже стоит в ванне недели 3. Смотрите, сколько ушло. Он достаточно активно уходит. Мне кажется, тут 3 мм. Я думаю, что мы с вами также в течение месяцев 2 с ними попрощаемся. Итого, из бальзамов у меня получается, я думаю, что к следующему месяцу закончится вот этот вот. И я взяла ему замену, уже приготовила, положу опять же на прикроватную тумбочку. Это будет блеск капсуль. Мне он не очень понравился, просто своим форматом. Такой вот старомодный дизайн с жулькой. Я им пользовалась пару раз, все уже тут грязное. Я не люблю вид грязной косметики, не люблю жульки в косметике, потому что на них копятся микробы. Я понимаю, что если этот блеск открыть и начать его, то его надо и закончить, чтобы вот тут вот не успело накопиться много бактерий. Хотя, если честно, я вижу, как будто у него есть потенциал к тому, чтобы эту жульку снять. Но это я потом проверю. Здесь такой оттенок, ну, светло-розовый. И мне еще не очень нравится, что этот блеск, он как бы, он не глянцевый, он немножко как бальзамный, поэтому я и хочу его использовать, как бальзамчик для губ. У меня оттенок 01 секси, стоил вообще какие-то копеечки, это будет замена. Далее идут базы для макияжа. Я в основном пользуюсь подсвечивающими базами. И у меня с последнего отчета закончилась база от Clarins, праймер подсвечивающий. Классная была штука, закончилась, и ладно, повторять не буду. И у меня закончился праймер подсвечивающий от Миша. Ушло у меня на него 3 месяца, и все, я абсолютно полностью его закончила. И очень этому рада. Это был такой праймер с немножко таким жемчужным подсвечиванием. Вот. Он мне нравился, немножко силиконистый. Тоже классный продукт. Я уже много раз говорила, я люблю подсвечивающие базы, вот именно те, которые оказывают подсвечивающий эффект. Причем мне не важно, даже если потом из-под тонального не будет этот эффект видно, я использую только вот для процесса. Мне просто нравится, как кожа смотрится, как она вот преображается в этот момент нанесения подсвечивающего праймера. И сейчас, буквально в ежедневном использовании, у меня вот такой вот праймер, опять же, от Bicolor капсуль. И я не очень его люблю, к сожалению, потому что он вообще абсолютно для меня бесполезный. Это вариант 02 Aqua, и это увлажняющий праймер. И я жирнокожик, мне вообще такое не нужно. К тому же крашусь я практически сразу после нанесения утром крема. Поэтому мне вот такая штука, ну, я не знаю, насколько мне ее хватит, очень надолго. С виду как будто бы силиконистый такой продукт, да, катается под пальцами, такая увлажняющая на первый взгляд текстура. Хорошо, конечно, на него ложится тон. Но для меня, как для жирнокожика, потом не очень хорошо он носится. Поэтому я стараюсь использовать каждый день по чуть-чуть. И только до того момента я буду это делать, пока не закончу свой тон от Enough. Тюбик выглядит полным, хотя я пользуюсь им уже, наверное, недельку по горошине. Но тут просто настолько минимальный для меня расход. Видите, вот так я могу сжать все. Повторюсь, это средство не то чтобы плохое, оно просто мне не подходит к моим целям, но я его просто приобретала в наборе и подумала, что ладно, пускай я попользуюсь им, сколько оно хоть как-то будет мне применимо, а потом мы с ним расстанемся. До конца я эту штуку добивать точно не буду, потому что после тона от Enough у меня другие будут тональные основы, которым вот эта штука уже не подойдет. По поводу тональника. У меня огромная, практически полная была бутылка от Enough. По-моему, у меня была вариация Gold. Я приложу фото. Я использовала ее примерно, ну, как я оцениваю, на 50%.
И мне надоела эта упаковка, честно, потому что она очень большая. По ней не очень видно количество средства. Она очень громоздкая и некрасивая в дизайне. Мне не нравится, а для меня это очень важно. И я решила его перелить, потому что все-таки уже половина баночки закончена была. И я перелила этот тональник в 2 тюбика по 30 мл. Вот в этом тюбике, который я сейчас использую, вот столько примерно было на начало момента, как я начала пользоваться из него, данного тонального. И сейчас я замерила его вот столько. Сейчас мы с вами это не увидим, потому что я только что его уронила, конечно же, и тут все взболталось. Но сейчас вот этого тонального средства от Enough в тюбике примерно вот столько. Вот. Я планирую закончить его за текущий месяц, за май, и перейти уже к этому тюбику. И после того, как я закончу две вот эти упаковочки, я распрощаюсь также и с базой Bicolor капсуль, потому что мне это будет уже не надо. Давайте его посвочим, хотя я его, по-моему, вам уже много раз наносила. Удобно ли пользоваться из такой баночки? Да нормально, удобно. Вот так вот он выглядит. По консилерам. Тут, конечно, вообще у меня они отлетают. Вы знаете, я говорила несколько раз, консилер для меня это практически центральный продукт в макияже, потому что у меня интенсивные синячки под глазами и бывают покраснения какие-то. У меня консилеры отлетают просто один за одним. И вот с последнего отчета, получается, я закончила свой консилер The Same. Я его очень люблю, у меня уже есть повторка, она запечатанная, пока не открывала. Мало того, я закончила консилер Bicolor, который вам показывала, что только начала в прошлом отчете. Также прикреплю фото. Мне он не понравился. Он скатывался, он слезал в течение нескольких часов. Его нужно было обновлять, припудривать. Все характеристики, которые мне важны в консилерах, то есть высокое наличие пигмента, стойкость, все в нем было плохо. И я его вам не советую, мне кажется, он очень ненадежный, и даже не знаю, кому он подойдет, потому что, ну, не знаю, девчонки, напишите, нравится ли он вам, а мне вообще абсолютно этот консилер не зашел. Также я начинала консилер от Divage, и он тоже закончился. И у меня есть пустышка по нему, вот она. Все, я тут полностью закончила, уже сухая жулька достается, там он пустой. Мне, в принципе, понравился этот консилер. Не требовал он обновления. Хорошо держался, не скатывался. Намного лучше, чем Bicolor. У меня это оттенок был 01 Neutral. Так что это очередная пустышка. И сейчас я использую также свой один из любимых консилеров от Холика Cover and Hiding. У меня это оттенок 01, также 5 мл здесь. Пользуюсь им примерно недели 2. Он пока практически полный, его там еще очень много. Он немножко желтее, чем Divage. Он мне нравится, он хорошо сидит, опять же, в течение дня, не скатывается. Единственное, в нем есть такой момент, я уже как-то рассказывала в пустых баночках за год, этому консилеру нужен второй слой. Такое впечатление, как будто он немножко подстраивается под тип кожи, а из-за этого, если наносишь его на интенсивный синячок, он как будто проваливается. То есть я его наношу первым слоем, когда после тона, да, использую консилер, и все прекрасно, мне прям нравится, как подсвечена зона под глазами, но потом я делаю макияж лица, глаз, губ, смотрю на общий образ, и такое ощущение, как будто за эти там 20-30 минут консилер подпровалился, у него как будто подсъелся цвет. Я еще раз наношу его в зону основного синячка, и потом все смотрится прекрасно. Так что он какой-то, ну, немножко странный, не без особенностей, но я его люблю. Использую, пока он практически полный. У меня в проекте, в косметичке была пудра The Same, такая голубенькая. Я практически дотерла его до донышка, но в итоге решила ее все-таки расхламить. Я долго порывалась это сделать, потом мне вроде как было ее жалко. Нет, вы знаете, все-таки с ней лицо выглядит перепудренным. Мне это не нравится.
кожа выглядит обезвоженной. Я понимаю, что у меня кожа жирная, особенно летом. Сейчас вот ее уже начинает бомбить, она жирная. Мне кажется, что особенно уже в моем возрасте, да, после 35 сильно заматированная кожа выглядит обезвоженной и более возрастной. Поэтому мне нравится такой естественный эффект на лице, который, конечно же, нужно в течение дня поддерживать и припудривать, потому что естественная фиксация и легкое какое-то матирование в начале макияжа — это через 2 часа жирный блин, да, я это все понимаю, я это просто все опять покрываю сверху пудрой, когда мне нужно, если куда-то выйти или я уже куда-то вышла, но наглухо я никогда не матируюсь, поэтому от пудры The Same у меня было еще такое ощущение, дело в том, что она у меня была много лет назад, это очень старый запуск, и было какое-то вот стойкое ощущение, что это старая формула, что она наглухо матирует, все волосюшки мне на лице подчеркивают. В общем, я от нее избавилась. И у меня новая пудра, тоже корейская, тоже прозрачная, такая белая, матирующая, но какая же она классная. И это пудра от Banila Co. Я ее брала в Литуаль. Девчонки, я вам всем советую. Ну, конечно, почитайте отзывы, прежде чем брать. Но мне эта пудра очень понравилась. Во-первых, у нее такая приятная очень упаковка. Она легенькая, ну такой приятный пластик. На кнопочке открывается как кушон, пуховочка. И откидывается вот такая крышка. И у нее очень-очень тоненький помол, очень. Я ее наношу пушистой кистью на все лицо. И сейчас я вам покажу, приложу фотографию того, как выглядит макияж сразу после тонирования, сразу после припудривания. Сейчас я вам покажу, потому что она дает такое естественное матирование, но что она еще делает, она немножко блюрит. Не знаю, будет ли виден эффект. Но мне, в общем, она очень нравится. Я ее использую на ежедневной основе, никакая другая пудра пока мне не нужна. Я еще для себя поняла такой момент, что я не очень люблю рассыпчатые пудры, потому что мне ими неудобно работать. Поэтому вот это для меня сейчас рабочая лошадка, она у меня каждый день в использовании. Я не стараюсь ее закончить и не думаю, что она закончится быстро, потому что уже месяц где-то я ей пользуюсь, и никаких результатов. Поэтому это такое, не знаю, моя рекомендация, что ли, вам. Присмотритесь, классная пудра, на скидках можно взять очень выгодно. Давайте пройдемся по бровям. На момент прошлого отчета у меня еще был маркер для бровей Vivienne Sabo, показывала его в пустых баночках, он закончился. Также был гель от Mara, он мне надоел. Честно вам скажу, я его расхламила, была очень большая банка. Он мне нравился, как смотрелся на бровях, но все-таки немножко вот это вот ощущение геля, ваксы мне не очень нравилось. Мне не очень нравилось, что все-таки с ним надо возиться, то есть что-то наносить на руку, потом щеточкой распределять. В общем, я решила от него избавиться, и сейчас у меня 2 постоянных жителя в моей ежедневной косметичке. Во-первых, это вот такая тенюшка от Ofra. Я вам ее уже показывала. Не знаю, есть ли тут прогресс, будет ли вам он виден. Использую каждый день. Сейчас, особенно время к лету, на брови хорошо. Повторюсь, не смотрите на этот бесячий оттенок для бровей. Как казалось бы, да? Когда наносишь щеточкой для бровей. Господи, котенок за окном теперь мяукает. Извините, девчонки. У меня здесь контактный зоопарк. Птички, собачка у соседей, котенок. В общем, все мне нравится. Никакое другое средство я пробовать не собираюсь, просто потому что мне, в принципе, не очень интересны продукты для бровей. Если они мне подходят, я годами могу им пользоваться, и они мне не будут надоедать. И я для себя открыла вот такой вот гель от Bicolor Capsule. Вот он, 24 часа сумасшедшей фиксации. И, девчонки, я хочу подтвердить, это действительно так. Он мне намного больше понравился, чем гель Pussy. Он классный. Я не знаю, напишите, кто пробовал, подошел ли вам этот гель. А кто не пробовал, он, в принципе, недорогой, можете попробовать. В общем, в чем его преимущество даже просто над гелем Pussy? И в чем его преимущество для людей, у кого очень жесткие свои брови? Потому что у меня брови жесткие, и Pussy с ним не справлялся. В общем, во-первых, тут более такая жесткая кисточка, чем у Pussy. Соответственно, он более управляемый.
Вот. Далее, сейчас он у меня уже примерно наполовину закончился, ну, как я думаю. Он вытягивается такой более тягучей массой. Не знаю, будет ли вам сейчас это заметно. В общем, он как клей. И действительно, он фиксирует даже мои упрямые жесткие брови. Мои кончики фиксируются на весь день. И даже потом, когда я смываю маслом макияж, я чувствую, что брови прям они жесткие. Но меня это не напрягает. В общем, он мне очень нравится. Мне нравится, что здесь не прозрачный тюбик и не видно, что гель как бы меняет свою окраску, да, что он больше непрозрачный, что выглядит некрасиво на самом деле. Вот, но я думаю, что эта штука закончится у меня в течение месяца. Я ее, наверное, повторять не буду. Почему? Потому что у меня есть ей на замену, опять же, от Bicolor вот такой вот агрегат. Это, в общем, как они это позиционируют, Brow Wax. Вот такая штука. Белый такой стик, прозрачный при нанесении. Я просто боюсь, что он у меня подсохнет, поэтому хочу сначала израсходовать его. На другом конце здесь вот такая щеточка. И я не очень представляю, как этим пользоваться. Наверное, нужно будет проходиться вот так туда-сюда по бровям. А потом вот этой вот щеткой, которая на зубную похожа, и она очень-очень жесткая, пробовать вычесывать брови. У меня по поводу этого продукта очень большие сомнения, но я в любом случае буду начинать им пользоваться. Если уж совсем не подойдет, тогда я его заменю. Ну а вообще, вот это вот первая замена к гелю, который, я думаю, что в течение месяца закончится. И что у меня еще хранится в верхнем ярусе, это все для оформления лица. Я добавляла в Project себе вот такие вот миниатюрки от Nudestix, и я ими пользовалась, ну, не больше, там, 5-7 раз. Сейчас посмотрим. И визуально я приложу, естественно, картинку. Есть какое-то изменение или нет. Вот этот вот бронзер, он мне не очень нравится, потому что его сложновато растянуть спонжиком. Он как будто очень сильно фиксируется. Хотя оттенок у него классный, он мне подходит. Не знаю уж, как это смотрится на камере, но он такой здоровый, придает цвет лица. Он прикольный, но вот мне не нравится его растушевывать. Я растушевываю спонжем, и он немножко туговато разносится по тональному крему Enough. Но тем не менее я им пользуюсь. И также раз 5 пользовалась румянами, и тоже они мне не очень нравятся. Вот так вот сейчас это все выглядит. И почему они мне не нравятся? Потому что текстура этих румян как будто слишком тонкая и полупрозрачная. Они, ну, обычно я использую эти продукты два вместе, и они как будто абсолютно разные. То есть этот сильно тугой, как вакса, а этот сильно какой-то жирный и полупрозрачный. И когда вот этот вот продукт разносишь спонжем, он как будто немножко может подразъесть тон, как будто немножко сошел и становится непонятно, вообще нанесли вы румяна или нет. И вот можно обратить внимание, что он чудесно разъедает вот этот бронзер, он его делает, он прям его плавит. Ну, в общем, такой странный продукт. И прям видно, что сам стик, он уже некрасивый. Хотя я там от силы все вместе использовала его раз 10. Ну, мне такое не нравится. Мне нужно, чтобы косметика выглядела хорошо, иначе мне хочется ее выбросить. Вот такой у меня затык. Поэтому эти малышки я тоже использую, ну, примерно там пару раз в неделю. И я думаю, что они уйдут, конечно же, просто, наверное, не так быстро. Что у меня еще тут наверху? У меня была в проекте вот такая палетка от Kevyn Aucoin, и она и есть у меня в проекте, и по ней есть значительный прогресс. Во-первых, у меня достаточно большое донышко в бронзере, в скульпторе в оттенке Light. Мне очень нравится им работать. Как только закончу, перейду вот к этому, но это будет не раньше, чем через несколько месяцев. И также у меня донышко появилось в румянах. Я использую прям вот с этой стороны их, потому что именно здесь получается такой очень приятный розовенький оттеночек. У меня хорошая такая ямочка в хайлайтере. Это перепрессованный хайлайтер от Essence. Ну, в нем прям ямочка. Но он очень пигментированный, поэтому я им активно пользуюсь, но уходит он не так хорошо. И, в принципе, я вижу прогресс вот в этом рефиле. Я его использую как подсвечивающую пудру на периферию лица и на лоб.
Вот так выглядят эти пудровые средства. Видно, насколько жирный хайлайтер по сравнению со всеми остальными текстурами. Они суховаты, но работают хорошо. Мне нравится. Я планирую эту палетку закончить к концу года. Мне кажется, что это реально. Но если тут останется вот этот рефил такой полуначатый, вот этот полузаконченный, ничего страшного, я просто избавлюсь от этой палетки. Но сейчас такого желания нет. Она очень приятно ощущается в руках, классно работает. В общем, она стоила 3000 рублей, за которые я ее покупала. Также в прошлом отчете я вам показывала еще миниатюрочку оттенка хайлайтера Ofra, и я его из проекта убрала. Почему? Потому что он очень похож вот на этот оттенок от Essence, ну и, соответственно, мне зачем два одинаковых оттенка в ежедневном применении? Я его убрала. Но добавила другие два продукта. Во-первых, вот эта вот палетка от Bicolor Capsule. Она для меня очень универсальная получилась. Я показывала ее, по-моему, только во влогах. Макияж с ней показывала. Мне нравится, у меня светлая версия. Она для меня очень применимая в жизни, очень универсальная. Я стараюсь ей пользоваться сейчас примерно раз в неделю, поэтому не думаю, что мы здесь какой-то прогресс даже к концу года увидим. Но вот уже в следующем году я планирую ее брать на ежедневное полное применение, на заканчивание. Здесь есть пудра, которая нормальная, мне абсолютно подошла. Есть бронзер, который мне также подошел по оттенку. Есть такие абсолютно ежедневные, розовенькие, приятные румяна. И на самом деле неплохой хайлайтер. С удовольствием ей пользуюсь. Меня все в ней устраивает. Можете даже сравнить вот с этой палеткой. Они перекликаются немножко. Только здесь вот румяна более пигментированные. Мне, повторюсь, этот продукт нравится. И также, когда я ее беру в применение, как правило, я пользуюсь и тенями из этой палетки. Вот этим очень редко, потому что, ну, как-то вот мне не подходит он. А черным и серебристыми блестками я их использую, применяю в макияже, где-то в уголок глаза, где-то акцентом в качестве хайлайтера, а этим подвожу ресничную линию. Так вот. Ну, давайте еще этот просводчим оттенок. Он красивый, просто в ежедневный такой макияж его вряд ли применишь. Но если делать полностью и еще и макияж глаз, то получится красиво. Давайте вот так и положим. Еще у меня из верхнего яруса для оформления лица, такой основы макияжа, да, остался один продукт, и я добавила сюда другой хайлайтер вместо Ofra. У меня это оттенок 02 Milky Way, и мне он очень нравится. Не очень нравится его упаковка, но он мне нравится. Такой очень блестящий, без базы, россыпь блесток. Очень часто я им пользуюсь, на самом деле, несколько раз в неделю точно. Я просто его очень часто применяю как топпер к другим хайлайтерам, либо в уголочек глаза. Мне он очень нравится, я не буду от него избавляться. Единственный вариант, когда я смогу от него избавиться, когда мне захочется от него избавиться, это если он начнет ломаться. Вот если крышка начнет ломаться, если он как-то будет плохо себя вести в этом плане, то, конечно, мы от него избавимся. Ну а так, на практически ежедневное применение никаких результатов, естественно, никаких изменений. Такая гелевая текстура. В общем, нравится. В общем, это продукты, которыми я пользуюсь каждый день. То есть основа, бальзамы, какие-то средства для тона, для бровей я использую каждый день. Средства для оформления скульптуры лица я использую вот эти вот через день. Один день я использую что-то из моего широкого выбора других средств, один день вот это. Мне так максимально удобно, я так не напрягаюсь, достаточно ли я пользуюсь всем этим. Все очень-очень комфортно, при этом я еще и, получается, пользуюсь своими другими средствами, и я не набираю больше косметички на неделю, на месяц, просто потому что мне это не надо, потому что я просто примерно через день открываю все свои богатства и выбираю, ну, то, что я хочу. Естественно, если я там вижу какую-то штучку, которая завалялась и давно не использовалась, я ее беру. Ну, вот по такому принципу, то есть я
не принуждаю себя больше к определенному какому-то количеству, к определенному какому-то набору косметики на долгосрочное использование, на неделю, на месяц. Больше я так не делаю. Так, ну и когда пользуешься одним и тем же через день, это не так надоедает, особенно потому что у меня есть очень большой выбор для глаз, и сейчас вы поймете, почему мне тоже нравится, как я все у себя это устроила. Сейчас я тут все переставлю, чтобы вам было видно. Тут у меня хранятся все средства для глаз и для губ. Давайте смотреть. Значит, во-первых, база под тени от Art Deco. В ней очень классный прогресс, мне кажется. Донышки опустились по сравнению с трехмесячной давностью, но тем не менее до донышка здесь еще очень-очень далеко. Она загустела, стала такая вязкая и очень неприятно наносится на веки, потому что, ну, кожа там тонкая, да, тянуть ее не хочется, поэтому я обычно ее грею либо между пальчиками, либо на руке. Тогда она, ну, так, послушненько наносится, поэтому, в принципе, пока пользуюсь, на мне эта база работает. Что я сделала по теням? Во-первых, я убрала палетку от Шарлотты, приложу фотографию. Дело в том, что я воспользовалась ей 3 раза и выяснилось, что тени работают отлично. Несмотря на то, что сводчи кажутся суховатыми, сами оттенки прекрасно сидят на глазах, и какой смысл тогда ее заканчивать? Она потрясающая, пусть лежит дальше, я не буду ее заканчивать. И, значит, что у меня здесь произошло с тенями? Я в этот ярус выложила свои основные матовые палетки для создания рамочки, да, какой-то цветовой, и все свои однушки. И получается, через день я пользуюсь обязательно своими однушками. Я либо выбираю какую-то одну, либо сочетаю несколько цветов, и таким образом я наконец-то пришла к тому, что я пользуюсь своими однушками теней, и к тому, что я их все вижу перед глазами, их, слава богу, сейчас не так много, и это еще меня стимулирует на то, чтобы не покупать какие-то однушки теней, потому что они, как правило, не востребованы. То есть слишком большой их выбор приводит к тому, что что-то простаивает. Поэтому давайте сейчас я вам покажу. Во-первых, сначала матовые палетки. Не то чтобы я жду по ним какого-то прогресса, я сильно там не пытаюсь их затереть, но я думаю, что они все равно будут претерпевать какие-то изменения, и мы будем просто на них поглядывать в течение года. Конечно же, Tom Ford Smoky Quartz, моя любимая нейтральная палетка матовая. Я пользовалась ей после отчета в 100 использований, ну, несколько раз. И пока изменения в ней только вот в этом рефиле, потому что я наконец-то его распробовала. Я сейчас подзагоревшая уже, и наконец-то этот оттенок лег на меня хорошо, потому что до этого он ложился какой-то грязноватой оливкой на мою бледную кожу. А сейчас он выглядит как прекрасный растушевочный цвет. Я его использовала в сегодняшнем макияже, сейчас приложу фото. Я как раз сегодняшний макияж специально перед тем, как записывать видео, сделала полностью своим Project Pen. И там можно видеть все продукты, как они лежат на лице. Я обожаю эту палетку и с удовольствием ей пользуюсь. В прошлом отчете показывала вам, что добавляю вот эту матовую палетку от Huda. И я действительно ей пользуюсь. В основном я использую вот этот и вот этот оттенки. Вот эта троица мной вообще не востребована. То есть самая фишка палетки была вот в этих кремовых текстурах, и я ими не пользуюсь. Ну что ж, у меня изменения видно, наверное, только вот по вот этому рефилу, потому что в нем реальная ямочка. Но все потому, что в девятках у Huda вот эти вот светлые матовые, они отлетают очень быстро. Давайте посвочим те оттенки, которыми я пользуюсь чаще всего. Прекрасная розовая раскладка. Очень она у меня востребована, потому что обычно вот эти вот все однушечки, к ним подходит розовая рамочка. И третья палетка, которую я добавила, матовая, это новенькая моя палетка от Romand. Хранится у меня в косметичке в чехле, чтобы не поцарапалась. Вот так она выглядит.
Я эту палетку считаю заматовую, потому что в ней только один спаркл, и этот спаркл, он скорее в такую серебристую сторону, то есть он в принципе хорошо подходит в уголочек глаза. Поэтому, когда у меня в ходу однушка, которая подойдет, такая рамочка мауф, сероватая, приглушенная, я достаю вот эту вот палетку, и тени у Романд, во-первых, это не типичная гамма для Романд, но они работают потрясающе. Обычно такие оттенки холодные, они для меня очень сложные в применении. Ну, во-первых, вы видите, насколько они пигментированы, причем именно такой пигментации, при которой вы не будете выглядеть как попугай, а вот именно той, что надо. Светлые оттенки тут достаточно ярко-розовые, но когда вы углубляете их уже оттенками потемнее, макияж становится вот такой мауф, такой приглушенный, нравится мне. Ну и давайте заодно тогда посвочим вот эту вот штучку, которая как сияшка под бровь, достаточно меловая, мне этот оттенок не нравится. И вот эта вот блестяшка, которую я использую в уголочке глаза, очень красивая, какая-то розово-лавандовая, классный оттенок. Ну и это такой никчемненький. Вот. Значит, это 3 мои матовые палетки, которые у меня в ежедневном применении, то есть где-то через день я беру какую-то из них. И так я и планирую сделать, и говорю, вот эта конфигурация позволяет мне, во-первых, пользоваться и полностью матовыми палетками, которые у меня до этого простаивали, и использовать, ну, практически 15 раз в неделю свои однушки, что вам любой коллекционер косметики скажет, это много. Это много. Столько раз использовать однушки. Я понимаю, что для вот этой цветовой гаммы, ну, было бы еще неплохо, если бы здесь была какая-нибудь рыженькая палеточка. Но я не хочу покупать рыжую матовую палетку. Поэтому если я, как-то у меня будет настроение, и я поковыряюсь в своей косметике и выберу какую-то из уже имеющихся палеток вот для этого назначения, для создания рыжей рамочки, то я ее сюда добавлю. Но пока у меня 3 матовых. Далее по поводу однушек теней. Во-первых, у меня закончилась однушка от By Terry. Очень этому рада. Тут вот такой вот остался огрызочек, и он, когда его складываешь внутрь, полностью сравнивается. То есть его уже неудобно применять. Был очень красивый шоколадный оттенок. Я его закончила. Классно, он уже подсох, поэтому, собственно, и вываливается. Это миниатюрочка. Приятный цвет, но мне немножко темноват, поэтому застоялся у меня в косметичке. Это, получается, 4-я пустышка. И однушки, которые я сейчас использую. Я не знаю, есть ли смысл показывать это все со сводчами, потому что у меня буквально лежат все однушки теней сейчас в ежедневной косметичке, и благодаря этому идет вот эта вот ротация, которой я так довольна. Ну, давайте посмотрим. Давайте договоримся, что сводчить будем те однушки, в которых есть хоть какой-то прогресс и потенциал. Так, начну, наверное, с моих новеньких спарклов от Chic. У меня Хадар и Вега. Сводчи посмотрим в инвентаризации, наверное. Я ими пользуюсь. Новая тоже однушка, двушка от Tom Ford 03 Golden Peach. Показывала в последних покупках косметики. Перепрессованный оттенок от Little Cosmetics. Очень его люблю. Классный. Не перепрессованный оттенок от Little Cosmetics, который бы по-хорошему перепрессовать, потому что он у меня подбился и крошится. Использую его в уголочек глаза. Еще, кстати, я все свои однушки вытащила из магнитной палетки теней. Я так поняла, что мне это удобнее. Также у меня здесь однушка от Bobbi Brown в оттенке Cosmic. Не очень ее люблю, потому что у нее, знаете, такая текстура очень тонкая. Давайте я вам ее покажу. У нее очень красивый цвет. Ну вот я окрасилась ей раза 3. И вот этот вот красивущий цвет, он полностью нивелируется тем, что это очень-очень слишком тонкая текстура. Она очень тоненькая и почему-то не держится у меня на глазах. То есть она даже не то, чтобы скатывается, а просто через какое-то время, буквально через пару часов, эту текстуру хочется поднаслоить. Такое небольшое разочарование, такой приятный мятный цвет и такое неудачное исполнение. Однушка от Bobbi Brown, которая у меня тут подперта вот такими вот ватными штучками, потому что она вываливается. Мне ее рекомендовали приклеить на клей
для ресниц. И знаете, что произошло? Я купила на Wildberries клей для ресниц за 400 рублей, он у меня пришел высохший. И меня это так подбесило, потому что получается, что мне нужно было бы купить еще один клей, а это уже почти 1000 рублей, плюс к цене этой однушки. Я решила, что ватный диск для нее будет лучшее решение. Я не очень люблю эту однушку из-за цвета. Также 2 шайбы теней, которые практически не использую. Вот эту так и не использовала ни разу, потому что синий оттенок. Я ее пыталась продать в Новосибирске, никто у меня ее не купил, но оставила у себя, ладно. И вот эта вот однушка от Marc Jacobs, я ее обожаю, она очень красивая, но из-за своего цвета не очень у меня востребованная, просто потому что такие макияжи я делаю достаточно редко, хотя она очень красивая. Я бы, наверное, хотела приложить к ней чуть больше усилий, вот к этому цвету, но мне кажется, закончить его нереально. Он очень красивый, потрясающе блестящий. Блин, ему столько лет, а формула просто обалденная, не изменилась. И здесь разнокалиберные блестки, голографические, офигенные. Давайте возьмем на заметку, что это я буду стараться использовать почаще. Также я действительно пользуюсь теперь всеми своими Берновичами. И больше всего у меня в ходу вот такая фиолетовая подборка. Рыженькой практически не пользуюсь, по ней никакого результата. А вот этими 2 палетками я пользовалась. И видно, что в кое-каких оттенках уже есть вмятинки. Берновичи я свои люблю. Они на мне хорошо сидят без клея для глиттера. И вот в этих 3 уже точно есть ямочки. И пока меня устраивают эти оттенки, я не хочу покупать никаких других, вот именно однушек. Потому что, ну, это все будет просто разрастание коллекции. А я их люблю и хочу уделить им внимание. Давайте уберу вот это все и, наверное, больше это показывать не буду, пока хоть в чем-то не будет какого-то прогресса или на что-то я не решу сделать упор. И оставим только то, что действительно я, ну, можно сказать, по-настоящему Project Pain. И, во-первых, это неожиданный у меня вот такой экземплярчик. Это однушка от Chanel. Покупала ее год назад. У меня это оттенок Penombre 327. Это была какая-то лимитка из черно-белой коллекции. И сейчас вы увидите. Смотрите, какой по ней прогресс. У нее очень красивый цвет, тонкая текстура, кремовая формула. И вот посмотрите, что с этой однушкой стало буквально после 4 макияжей. Я очень люблю этот оттенок. Сейчас покажу вам его, как он смотрится у меня в сегодняшнем макияже. На сводче он достаточно непрезентабельно выглядит. Тем не менее, с ним получаются такие классные повседневные смоки. И я думаю, что вот на этот оттенок я действительно буду делать упор и буду стараться хотя бы раз в неделю взять его в использование и закончить к концу года. И еще одна палетка, которая у меня здесь лежит в качестве набора однушек. Это вот такая палеточка от Love Generation. Здесь дуохромчики. Я планирую ее, наверное, к концу года расхламить, вне зависимости от того, насколько она будет использована, насколько она закончится. Но перед этим я планирую хорошенечко ей попользоваться. Например, смотрите, вот в этом оттеночке случилась дырочка спустя примерно 5 применений. А сейчас я пользуюсь вот этим оттенком. Он очень классный и очень хорошо сочетается вот с этим вот оттенком от Chanel. Сейчас я вам, наверное, их посвочу. Это неплохие дуохромчики. Их можно между собой смешивать, можно добавлять к какому-то макияжу. Они смотрятся неплохо, но просто у меня очень много оттенков в коллекции, и хочется, чтобы что-то все-таки уходило. Так эти оттенки выглядят. Ничего выдающегося, легкий дуохромчик, но на глазах, особенно при смешивании, выглядит очень красиво. И тем не менее повседневная. И вот я ее добавила в ежедневное такое применение. Ну, раз 10 в месяц я точно ей пользуюсь. И вот за ней мы точно можем наблюдать прогресс. И ее мы здесь и оставим. Что еще по глазам? Во-первых, у меня теперь в ежедневной косметичке лежат все мои карандаши.
Больше я разрастать коллекцию не планирую, потому что я пользуюсь только мультихромами, пастельными карандашами и карандашами базовых для себя оттенков. Бежевый, коричневый и зеленый. И вот среди них мы будем наблюдать то, в чем я хочу достигнуть прогресса, или он приходит сам. Например, у меня почти закончился коричневый карандаш от Essence. Очень классный, стойкий карандаш. Я прорисовываю им ресничную линию. Это оттенок 02 Hot Chocolate. Классный карандаш, повторять не буду, потому что коричневых карандашей полно. Это будет пустышка следующего месяца. Соответственно, я хочу добавить в косметичку вот такой вот черный турецкий карандаш. Это марка Биауlis. И это тоже хорошего качества, черный карандаш. Будет у меня вместо коричневого им прорисовываться верхняя слизистая и ресничная линия. Особо выделять здесь я не вижу ни смысла, ничего, кроме 3 карандашей, на которые буду делать упор. И это вот такие 3 карандаша. Это оттенок 02. Почему добавила себе в принудительное, можно сказать, использование? Потому что я зачем-то купила дубль такого оттенка, а сейчас понимаю, что эти карандаши-то сохнут, и, наверное, нужно использовать, израсходовать и уже переходить к дублю. Вот, поэтому вот этот карандаш я беру в использование. Он пока свежий, пользовалась я им раз 5. Его очень здесь много. И вот он выкрутился до такого вот уровня. Я не буду экономить эти карандаши от, господи, что это? От Beauty Bomb, потому что потом, ну, куплю им замену, может быть, как раз в Moira Cosmetics. Там примерно по той же цене можно взять данные карандаши. Также я беру в применение усиленное вот такой вот карандаш от Shiseido. У меня это оттенок Berodo Green 06. Его здесь очень много, но его надо заканчивать, потому что данному карандашу года 4. У него очень классный такой еловый оттенок. Его здесь очень много. Он не поменял своих свойств, классно работает. Вообще, на самом деле, я бы прикупила после того, как закончу черный карандаш, вот из этой серии коричневый. Очень они долгоиграющие, качественные, стойкие карандаши. Ну, просто этому уже 4 года. Много его тут. Он очень экономичный. Не знаю, что вообще выйдет из этой истории, но я им пользуюсь, когда у меня зелененькие макияжи. Очень приятный еловый оттенок. И еще один карандаш. Это вот такой карандашик от Winkle Pop. Беру оттенок вот этот вот, 11. Дело в том, что я недавно использовала его в макияже, и у меня случилось такое ощущение, что он подсох. Как-то он очень милово смотрелся в макияже. Я хочу его вывести, потому что вот этот вот розовый Rose Gold оттенок очень классный для добавления блесток куда-то, где их мало. А вот этот вот как-то он не очень сработал. Опять же, этого карандаша здесь очень много, боже мой, они прям не пожалели. Вот столько его здесь. Ну, это мне на год. Для глаз у нас остались только туши. Что здесь? Я закончила тушь от Golden Rose, показывала ее в пустых баночках. Затем я закончила вот такую вот тушь от Divage. У меня это был Bold Impression. Мне очень понравился этот вариант от Divage. Просто он почему-то очень быстро закончился. То есть это была реально классная тушь, которая делала обалденные ресницы, но закончилась буквально за 3 недели. И уже стала себя вести некрасиво, ну, странно. Это значит пустышка. В последнее время у меня в использовании вот такая вот удлиняющая тушь от Love Generation. Я ее открыла буквально неделю назад. И так интересно, знаете, она сначала показалась мне, ну, прям в буквальном смысле удлиняющая. То есть она делала мне тонкие ресницы, но буквально через несколько применений она достаточно подсохла, и сейчас вот она красит именно так, как я люблю. На 2 слоя получается и длинно, и толстенько, то есть и объем, и удлинение она мне дает. 0,1 Black. Хорошая тушь, понятно только в действительности, насколько ее хватит, поэтому я сразу же добавляю к ней запас. Это будет вот такая тушь от Divage, и это будет уже Lash Volumatic. Посмотрим, сколько она будет мне служить, но пока она закрытая, и это запас для будущей пустышки.
И, наконец-то, остались только средства для губ. Их осталось не так много. Давайте, я уже так долго снимаю, с непривычки прям устала. Так, у меня сейчас в ежедневном применении вот такой вот карандашик от TF, оттенок 104 Natural. Я накупила себе разных карандашей для губ, а потом внезапно поняла, что это не зона моих интересов. Я ими практически не пользуюсь. Это очень красивый такой кофейный оттенок, но я использую его реально очень редко, потому что мне просто на мой личный вкус кажется, что когда у меня губы сильно подведены карандашом, когда этот контур видно, у меня как будто утяжеляется нижняя часть лица. В общем, я не люблю, чисто вот мое восприятие себя, я не люблю себя с карандашом для губ, поэтому я уж пользуюсь этим карандашом, когда вот действительно что-то сильно бледно у меня, и я, как правило, его наношу, ну, прям совсем тоненько, совсем легенько. И нечеткий делаю контур. У меня вот такая вот помада миниатюрка от MAC. Я пользовалась ей немного, наверное, ну, раз 7 за 3 месяца. Здесь вот такой вот оттенок и для ежедневного применения, такой нюдовый. Господи, Sugar Speak It. Кремовая формула. Вот оттеночек очень носибельный, приятный, классный. Уходит очень медленно. Меня девчонки предупреждали уже, что добавление вот этой вот помады от MAC любой вообще в Project Pen это все тухляк. Ну и действительно, вот она ушла буквально на миллиметр. Я постараюсь все-таки про нее не забывать, потому что какое-то время она мне в принципе валялась потерянная где-то. И вот я ее достала и наконец-то пользуюсь ей регулярно. И еще одну помаду от MAC я также добавила в ежедневную косметичку. Это оттенок SKU. Добавила вот такой вот он розовенький, с теплой базой, с холодным шрифтом. Очень интересный оттенок. Он у меня проставил, потому что мне казалось, что он такой достаточно с претензией, не каждому макияжу подойдет, но мне сейчас он подходит к розовым макияжам, нравится, как он выглядит на мне. Я его добавила после того, как я смотрела какое-то видео, и там девушка рассказывала о том, что некоторые формулы и некоторые запуски помад от MAC могут пропасть, даже если им меньше года. Я вытащила все свои маки, все свои помады от MAC, перенюхала и обнаружила, что конкретно вот этот оттенок, к сожалению, изменил свой запах. Еще чуть-чуть, и он протухнет. Я думаю, что к концу года его придется исключить, потому что просто из него полезут прогорклые масла. Он у меня уже тут один раз отпотел, стик вот этот вспотнул, я его протирала. Поэтому вот тут вот где-то масло потекло. Поэтому, ну, пока это пахнет просто немножко не так, как другие помады от MAC, но я, тем не менее, добавила. И я достаточно часто его использую, ну, где-то раз 10 в месяц точно. Давайте его зафиксируем. Я отмечу точечку потом. Вот так вот тут его есть. Не знаю тоже, насколько быстро оно будет уходить. Вполне возможно, что и вообще не будет. Ну а что делать? Все равно хочется попользоваться, пока не протухло. И все остальное у меня это блески. Все так же у меня болтаются в косметичке блески от Баксом. Я почему-то не часто у меня получается им пользоваться. Вот этот вот розовенький блеск, он израсходован всего на сантиметр, а вот этот вот практически полный, может быть буквально вот так, но я даже его не замеряла. На самом деле к розовым макияжам хорошо подходит. Вот этот я стараюсь сейчас использовать, и все-таки надеюсь, что я про него не забуду и выведу в ближайший месяц. И вот этот вот, ну, он такой достаточно белесый. Беру эти блески, стараюсь с собой куда-то, где нужно будет обновлять макияж губ, и стараюсь ими там пользоваться, но вот почему-то не идут, не знаю почему. Жаль, хотелось бы от них избавиться, потому что у меня очень много прибавилось всяких блесков за последние полгода, и хочется немножко обновить коллекцию. И хочу добавить еще также, после того, как я закончу вот этот розовенький от Бакс, я надеюсь все-таки сделать на Баксом упор в этом месяце и закончить. Я добавляю вот этот вот оттенок блеска в названии On Repeat от Dose of Colors. Мне нравится этот блеск. Он прекрасно пахнет, он еще в отличном состоянии. У него такой нюдовый классный ежедневный оттенок, который можно тоненько разнести, и он очень красиво смотрится на губах. Я его добавляю, тоже планирую в этом году его закончить. Вот так
как выглядит мой Project Pen. За последние 3 месяца у меня накопилось всего 5 пустышек. Ну, не считая тех, которые я уже выкинула. Но я подпишу, сколько всего пустышек у меня получилось по Project Pen с начала года. Я думаю, что закончатся вот эти продукты. Вот эта миниатюрка тональника. Все-таки хочу налечь на блеск. Абсолютно точно закончится вот этот вот тюбик. Карандаш уже почти закончился. Скорее всего, закончится гель от Bicolor и тушь. И для всего этого я уже приготовила замены. Большое спасибо, девчонки, что посмотрели это, я думаю, длинное видео. Увидимся через месяц в следующем отчете. Всем спасибо, всем пока!